2 июня. Я сочувствую и соболезную всем, кто пострадал в Киеве, в Запорожье, в Днепре. Страшные новости, страшные дни происходят в нашей стране, к сожалению. Зарядила у нас погода дождем, ветром, сыростью. Ну, в общем, не камильфо. С ночи идет дождь, то идет и не идет, уже помалу ослабевает, но сейчас прекратился. Это ненадолго, он сейчас опять пойдет. А я вам говорю привет, друзья, привет, гости канала. Наш день. На работу сегодня мы не поехали в связи с погодой. Все уже полито, пролито, я думаю, здорово. Надо обработать на всякий случай наши помидоры от фитофторы, чтобы, не дай бог, они не заболели. И на работу не поехали из-за погоды, и дома не поработаешь на улице из-за погоды. И вот получается день бездельника. Пьем кофе. В этом видео я сделаю, друзья мои, анонс. Да. Сегодня ждем приезд человека, который продает дом. Даст Бог ему приехать, я сделаю обзор неплохого дома за достойные деньги. Поэтому, если все хорошо, конечно же, завтра я вам буду рад презентовать еще один дом на продаж. А вы уже сами решите, стоит он того, не стоит. Я думаю, что стоит. А там уже посмотрим. Видел я его визуально, внутри я не был. Дом новострой, там никто не жил. Знаю только, что дом недавно сравнительно построен. Есть новая скважина, есть 380-220, пластиковые окна, хорошая дверь. Ну а дальше ждите, посмотрим и участок, и сам дом, и самое главное, что происходит в середине, и как быстро можно заехать в такой дом жить. Нету хозпостроек, нету забора. По сути, голый участок. Но я на него смотрю, мне он визуально нравится. И цена нравится. Но это будет уже совсем другая история. Это будет совсем в другом видео. Сейчас пока мы с вами налаштовываемся на этот дом. Как Таня говорит, продолжение вчерашнего банкета. Как хорошо, когда после праздников остается салатики на следующий день всякие. Это самое вкусное, что может быть. Это салаты на 1 января, либо же на второй день праздника, когда они вот такие вот настоянные. Нам даже сегодня ничего готовить не надо. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны просто лежать на диване тоже и ждать, пока пройдет дождь. Неинтересно. Кто ест, всем приятного аппетита. Нам надо завести машину и подготовить к возможной поездке. Ух ты! Все в сплошной траве. Все хорошо, друзья. Машина работает. Ждем звоночек. Только человек отзвонится, мы сразу поедем и будем делать обзор. Но обзор дома это уже, скорее всего, будет завтрашнее видео. Главное дождаться человека. Сам жду, сам переживаю, сам хочу. Помочь кому-то найти свой, конечно же, дом в первую очередь. Во вторую очередь развивать таким образом свой канал. Ну что тут кривить душой? Ну это же правда. Согласны? Вот такой, друзья, у нас сегодня выгул. Чисто подышать свежим воздухом. Посидеть под навесиком. Да, Ляль, тебе погода не нравится.
Не любит она такую погоду, как и я. Я вообще не знаю людей, которым нравится такая погода, дождливая, там, сырая, ветреная. Ну, наверное, если где-то сидеть за большим окном панорамным в полном комфорте, то, может быть, какой-то день-два на это можно и понаблюдать. А когда ты живешь в частном доме, у тебя куча работы, куча дел стоит, как-то не очень приятно наблюдать такую погоду. Ну, такая погода тоже нужна для полива, огорода, сада, природы. Поэтому будем подстраиваться. Чай с лялечкой. Подстраиваемся под погоду. Наш чай. Еще часик, по-моему, надо где-то подождать. И хочу поделиться с вами впечатлениями о вчерашнем дне. Как он у нас прошел. Вы знаете, что у нас были гости. Что я хочу по этому поводу сказать, друзья. Несмотря на то, что мы с одного города, со Славянска, да, с Владимиром и с Ольгой, мы не были знакомы, как бы в Славянске до войны. Познакомились мы уже здесь, в Тернопольской области. Я рад очень этому знакомству. Мы очень сильно сблизились в общении. Наши семьи сблизились в общении, я имею в виду. Таня с Олей, я с Владимиром, в общем, ну, сильно подружились мы. А на таком расстоянии, в 1200 километров, когда вы земляки с одного города, это вообще, знаете, как одна родная семья получается. Можно и так это сказать. Пролетел день вчера, ну, катастрофически быстро. Мы посидели там с часу дня до 8 вечера буквально. И это время так быстро пролетело. Наверное, очень много всего непроговоренного осталось, недоговоренного, много вообще мыслей, тем не затронутых. Постараемся в ближайшее время встретиться. По возможности, будем надеяться, что Оле станет еще легче, что она поправится больше. Ее после такого вот инфаркта, ну вообще после сердечных таких инфарктов, как бы человеку тяжело восстанавливаться. Ну, мы верим, что все будет хорошо. Как бы хочется чаще видеться с ними, хочется чаще встречаться, общаться. Ну, по телефону все равно это не то общение, как бы. При всем моем остром желании найти им дом в нашем селе или очень-очень рядышком, у меня не получается. Я очень хотел бы, они очень хотели бы приобрести недорогой, конечно, домик где-то рядышком с нами. Я не могу найти, друзья. Знаете, вот раньше был какой-то выбор, сейчас его уже нет от слова совсем. Большой спрос на недвижимость, потому что регион считается более не менее безопасным. И экология здесь намного чище, чем в больших городах, например, таких как, ну, промышленные города, да, там Кривой Рог, Днепр, там Харьков. Вообще Тернопольская область, она по экологии считается, занимает первое место в Украине. Самая чистая природа здесь. Поэтому обращайте на это тоже внимание. Ну, так, во всяком случае, я читал в интернете. Может быть, ошибается интернет, может быть, ошибаюсь я. Но мне кажется, что нет. Можно, конечно, поспорить, сказать, что Карпаты, но я думаю, нет. Не было бы такого, понимаете, спроса на недвижимость, если бы здесь что-то было бы не так. Да, здесь очень мало работы, но работу человек себе всегда может найти. Не можешь найти работу, создай ее себе сам. Знаете, придумай себе работу. Тем более, если ты живешь в частном секторе, я имею в виду село, есть масса вариантов. От солнечных панелей до теплиц, до, там, не знаю, до чего, до бройлеров, до перепелок, до что угодно. Просто надо понимать, что живя в селе, ты не сможешь сутками сидеть со сложенными руками и ничего не делать. На это тоже надо обращать внимание.
Это можно сделать в квартире, но в частном доме ты этого не сделаешь. Либо это должен быть уже такой дом, как я не знаю что, правда. И хочется еще вдогонку сказать, что впечатления остались самые яркие, самые чистые, и хотелось бы, чтобы они повторялись как можно чаще. Потому что в радиусе 1000 километров никого ближе этих людей у нас нет. И мне кажется, что у них тоже. Поэтому хочется их поддержать, хочется их поддерживать. Для них моральная поддержка сейчас это очень важно. И не только, наверное, моральная, но от другой они отказываются и не хотят ее никаким образом вообще понимать. Я не могу ничего придумать, как их поддержать, кроме как морально. Но я обязательно что-нибудь придумаю. И, конечно же, вам, друзья, мне хочется сказать всем огромное спасибо за поддержку, за внимание, которое вы нам уделяете своими просмотрами, за подписку. На самом деле, таких людей, как мы, сейчас миллионы, сотни тысяч в стране, которые тоже нуждаются в моральной хотя бы поддержке, которые хотели бы просто услышать, что все будет хорошо. Это, наверное, именно та надежда, которая у нас у всех в голове каждый день, с утра до вечера, 24/7, как говорят, правда? Мира всем, добра и позитива. Берегите себя. Все будет хорошо. У всех у нас обязательно.